Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости моего канала. И в прошлой серии распаковки я обещал рассказать про этот компактный спиннинг. Он состоит из 5 частей, так называемый travel. Я знаю очень много споров по этому поводу, что куча соединений влияют на чувствительность, на прочность, на заброс, на все остальное, что все очень плохо. Поэтому размышлял я так. Мне нужен спиннинг, который можно положить в любую ручную кладь. Например, в рюкзачок, сесть на велик и съездить на рыбалочку. Положил катушечку, небольшое количество приманок и поехал. Соответственно, тестовый диапазон должен быть достаточно большим, чтобы не вести много. Да, одним спиннингом я должен забрасывать и достаточно легкие приманки, и тяжелые, и работать и джигом, и твичингом. Ну вот такую задачу поставил. Решил, что если уж японцы не могут справиться с такой задачей, то не фиксоваться никуда. Поэтому потратил кучу денег и приобрел вот этот спиннинг. Первый вопрос, который возникал. Ну а кидает как? Ну и теперь переходим к практике. Проверим, как он кидает. Ну и конечно же воблеры. Phantom 21 Grady Guts 77 весом 9 грамм на коротком поводке. Тот же самый воблер на длинном поводке. Воблер Phantom House весом 9,8 грамма. Дальше Tsuyoki Drago весом 25,5 грамм. Ну и хотелось бы сказать, что самый маленький воблер, который я использовал на этом спиннинге, это Phantom 21 Grady Guts 55. Вес его порядка 4 грамм. В принципе, спиннинг справляется с этой приманкой вполне нормально. Понятно, что нет каких-то очень дальних забросов, но забросить можно. С лодки вполне приемлемо. Он отрабатывает, летит порядка, наверное, 25-30 метров даже на такой толстой плетенке. Самый тяжелый воблер, который я забрасывал и работал этим спиннингом, это Phantom 21 Moby Dick с заглублением до 4,5 метров, весом 31,5 грамм. Меня это очень удивило, потому что, да, немножко, конечно, подседает спиннинг, вершинка проваливается, но в принципе он его забрасывает. И самое интересное, твичит он его вполне спокойно, хотя это находится за пределами теста этого спиннинга. Шикарно, да? Много споров по вываживанию, что составные части не будут так хорошо изгибаться в дугу и отрабатывать рывки рыбы. Но я вам скажу, что в принципе я этим спиннингом доволен. Он вполне хорошо паркует рыбу. Посмотрим вываживание. Там хороший щукарь. Да? Пятерочка. Пятерочка? Ну, я думаю, да. Пятерочка, это хорошо. Взять бы. Однако придется еще раз отъезжать, заводить мотор. Я боюсь, что утянет.
А? Нет? Ну, пятерочки. Давай его. Помочь ей? Хорошо. Пятерочки в машине будет. Ну, вот таскает щучка. Ой, как эффектно-то. Полна сил еще вообще. Да. Полна сил. Пугайте, пугайте, опускайте, чтобы она устала. Рыбачил целый день. Не. Так вы пустите туда. О, Хорошая щучка. хорошая. Взять бы. Опускайте. Да, вот бы подводную съемочку-то. Ай-яй-яй, как всегда, блин. Да все, опускайте подсак, я сейчас заведу. Опускайте воду, опускайте. Думаю, что подустала, но будет биться. Сама зашла. В траве. Нужно прям точно-точно забросить. И вот она есть. Вот как-то так. Сегодня проходит рыбалка. Хотя я туда же бросал буквально там в 50 сантиметрах. И бесполезно, без вариантов. Вот прям нужно в траву кидать. Это, кстати, что-то покрупнее. Ага, подсак нужен. Такое. Как бы шнурочек, ну не совсем шнурочек. Хороший шнурок. Ничего. Ну да. Вот такая в траве стоит. Вот, да. Вообще обалдеть. Видишь, как у тебя Очередная щучка. флирт работает? Да. Хороший это. Суёки флирт. Очередная щука. Щука наконец пошла, видать. А не надо сильно, там чуть-чуть Да так возьмите ее, потом разберемся. Ой, давит. Попробуем посмотреть, кто там. Щук. Да что ты, елки. Опустите, я заведу. Та-та-та-та. С окунем, окунь реагирует. То есть это оснастка, как ее собирать, будет описано у меня. А это уже, пожалуй, не окунь. Это уже щучка. Вот видите, буквально 2 заброса. Перед этим был сход окуневый. И я включил камеру. В 2 заброса, но щучка взяла не очень хорошо. Попробуем ее помучить. Очень красиво. Опять вот пошла в море. Это радует. Еще отпустим. Обожание. Пошла под лодку. Вот у них. Вот я ее вижу, конечно. Еще маленько помучим.
коряге пытается. Будем форсировать. Не хочет никак. Быстрее. Неплохой экземплярчик, ребятки. Неплохой. О, есть. Вот про то, что я говорил. Смотрите. Такое расположение. Создает впечатление, что кто-то гонится. И у окуня возникает желание отобрать это. То есть вроде рыбачу на щуку, но есть прилов с окунем. Окунь реагирует. Ну вот опять хорошо дергает. Ой, добротно. Такое ощущение, будто крокодила тянешь. Смотрим. Эх, на этот раз 2 штуки. 3 заброса. 8 штук. И все вот не меньше, чем эти. О, есть, вот он. Есть один. Да тут, по-моему, не меньше. Ну, может быть. Ну, при спокойном море, да, здесь можно, конечно, оторваться. Вот только новый повесил. Приманка езжает, вот оборвали. Это не заразы, а. Нет, я про вас. Ну вот опять. Гирлянда. Ну что ж, после этих экспериментов я снова оказался дома, и мы подведем итоги по данному спиннингу. Первое, о чем хотелось бы сказать, это ручка. Для себя я определил, то есть длина вот этой ручки, это так называемая полуторка. Чем она удобна? Первое, можно забрасывать 2 руками, что добавляет в забросе, конечно, безусловно. Это ощущается. И второй фактор, наверное, преимущественной этой ручки, это то, что данная длина не мешает при твичинге. То есть, если ручка длиннее, задевает за локоть и так далее, мешается, неудобно. Вот при такой длине все хорошо, идеально, замечательно. Хотя, хотелось бы сказать и про минус этой ручки. То есть, хват вроде удобный, все хорошо, все замечательно, но из-за того, что здесь достаточно узко, приходится очень сильно напрягать руку при твичинге. И кисть поначалу уставала конкретно, но потом вот со временем немножко отпустила, нормально приноровился и пошло. Сейчас меня это не напрягает. Следующий момент. При таком устройстве ручки, конечно, судя по всему, производитель преследовал цель повысить чувствительность. Чуйка у данной палочки вообще, конечно, колоссальная. Я могу сказать, что я одновременно купил 2 спиннинга. Вот этот и Белеза, граффити лидер Белеза РВ. Я думаю, говорить о том, что такое граффити лидер и что такое Белеза, не стоит. Я думаю, многие знают, что это такое. Достаточно высокого уровня спиннинг. И могу сказать, что вот этот спиннинг, несмотря на то, что он состоит из 5 частей, оказался звонче, чем ультралайтовский Белеза с тестом 0.87. Хочу сказать, что при ловле мелкого даже окуня
чуешь его в руку гораздо четче. Не знаю, с чем связано, но вот один из показателей или моих предположений это то, что вот устройство ручки такое. Прям в руку отдает очень хорошо. Дальше подозрения были, конечно, что такая жесткая палочка, несмотря на то, что она форелевая, будет плохо вываживать. Все оказалось гораздо лучше, чем я думал. Вот такой вот тоненький кончик. Я не буду собирать сейчас спиннинг, потому что здесь немножко места не хватит, и я выйду за кадр. Но такой тонкий кончик достаточно неплохо отрабатывает даже мелкого окуня. Рвутся губы очень редко. При небольшом зацепе есть видео, когда щучка цепляется за самый краешек мягкой ткани губы. И в принципе я ее паркую, хоть и в подсак, но тем не менее она вываживается. Это очень классно и удивительно для такого жесткого спиннинга, потому что на смотрях и по всем ощущениям он прям жесткий. Но при вываживании он отрабатывает достаточно хорошо, что я и показал в видео. Поэтому все опасения, что мелкая рыба будет сходить, оказались абсолютно не имеющими под собой оснований. Дальше, по сбору спиннинга. То есть, когда я его купил, и вы можете посмотреть на распаковке, я собирал со стороны ручки. Потом, немножко подумав, я начал собирать со стороны именно хлыстика, кончика. И это очень удобно. Ты высматриваешь, что если я вот сейчас на двух коленах покажу, высматриваешь сразу направление, все собирается легко, и в этом порядке собираешь до ручки. Никаких трудностей не составляет. По поводу того, что некоторые спиннинги в соединениях проворачиваются, опасения такие были, и я могу сказать, что провороты были. За сезон я поправлял кончик, наверное, если не ошибаюсь, 3 или 4 раза. Все это было на тяжелых воблерах и на тяжелом джиге один раз я поправлял. Воблер, который выбивал и чуть-чуть проворачивал ось самого верхнего колена, это был вот именно Моби Дик с заглублением 4,5, 31,5 грамма. То есть я рыбачил им там порядка, пожалуй, где-то часа. И вот по истечению часа я заметил, что произошло небольшое сдвижение верхнего колена. То есть, но данный воблер выпадает за пределы теста. Поэтому, может быть, это сыграло роль. Хотя, не знаю. В принципе, даже на той же драге 25,5 грамм таких проблем не было. То есть не проворачиваются колена никакие нигде. Не знаю, заслуга это японцев или заслуга еще кого-то и чего-то. Но, судя по всему, современные технологии позволяют избежать таких сложностей. Все прекрасно заходит, входит, держится и все замечательно. Поэтому данный спиннинг, я могу сказать, из того, что я держал, видел, бросал, хотя не скажу, что уж очень много, но кое-какие спиннинги я пробовал. Могу сказать, что для лодки, пожалуй, наверное, один из лучших для джига и твичинга. Именно в сочетании этих моментов. Потому что если отдельно, наверное, можно найти удилище достаточно легко, более лучшее. А вот универсальность под эти вещи, его компактность, ну, наверное, это лучшее, что было у меня на практике. Поэтому, ребята, я в восторге, буду пользоваться дальше. Хотя сейчас хочу
двухчастник. Было бы, конечно, интересно сравнить, если бы в такой серии был бы двухчастник, но его не выпускают только вот в таком виде. Те, кто хотят попробовать, допустим, с берега, там есть другая длина, другие, по-моему, из 4 частей есть состоящий спиннинг более длинный. Естественно, перевозная длина будет чуть больше, тем не менее, ну, каждому свое. А мне вот данный спиннинг я еще до сих пор так и не оборвал для того, чтобы сделать именно обзор спиннинга, этикеточки. Хотя уже целый сезон отрыбачил этим спиннингом. Все замечательно, все хорошо, все классно. Мне очень понравился, заинтересовал данный производитель. Он выпускает спиннинги только на внутренний рынок Японии. Поэтому вот я бы, конечно, хотел попробовать еще что-то. Производство данной фирмы. Очень уж мне понравилась чуйка и все заброс, вываживание, в принципе, все на высоте. Так что, ребята, пишите свое отношение к этому всему. Поговорим о том, что такое travel и почему это плохо. Мне кажется, это просто замечательно. Все хорошо. Я думаю, на видео видно, как отрабатывает спиннинг. По всем показателям. Поэтому все хорошо. Жду вас снова на канале.